Друзья, привет! Приветствую вас на своем канале. Сегодня мы будем готовить потрясающий, очень легкий рецепт домашнего соуса для пасты. Я вам покажу, как его использовать непосредственно после приготовления. И также вы должны знать, что этот соус можно сохранить длительное время и использовать тогда, когда он вам понадобится. И не только для пасты, но и для других блюд, потому что он потрясающе вкусный, невероятный. Поэтому пойдемте скорее на кухню и давайте готовить вместе. Полный список ингредиентов, как обычно, вы найдете в описании под видео. Нам потребуется одна большая луковица, нарезаем ее кольцами. Все ингредиенты для соуса не нужно нарезать мелко, потому что в последующем мы будем их превращать в пюре. Также нам потребуются очень спелые сладкие томаты. Я буду использовать домашние томаты черри. Они мне очень нравятся. Большие я нарежу вот так напополам, а маленькие оставлю целыми. Томаты – это базовый ингредиент соуса, поэтому они должны быть обязательно очень вкусными. Если вы будете использовать томаты более крупных сортов, то обязательно их нужно будет очистить от шкурки. Для этого сделайте надрез крестом, оставьте их в миске с кипятком на пару минут и затем с легкостью очистите. Далее нам понадобится пергаментная бумага, выложите ее на дно формы для запекания. Добавьте небольшое количество оливкового масла Extra Virgin и разложите лук. Также добавьте 5-6 зубчиков чеснока. Если зубчики вот такие большие, можно разделить пополам. Затем добавляем свежие листья розмарина. Обязательно отделите только листья, потому что веточки будут придавать горький привкус, и нам это не нужно. Далее добавляем свежий базилик. Количество определяйте по своему вкусу. Затем добавим немного соли и выкладываем все томаты. У меня примерно 800 грамм томатов. Добавляем еще немного соли. Также я добавлю сушеную смесь итальянских трав и немного оливкового масла Extra Virgin. Если вы не знаете, какие сушеные травы больше подойдут, то я вам советую взять орегано. Далее мы запекаем эту красоту в предварительно разогретой духовке до 150 градусов на нижнем ярусе в течение 1,5 часа, а возможно и больше. Пока наши томаты запекаются, я вам очень быстро и кратко покажу, как я делаю домашние феттучини. Потому что именно их мы и будем использовать в этом рецепте. Я очень люблю домашнюю пасту и часто ее готовлю, потому что это очень просто и быстро. Полный видеорецепт вы сможете найти также у меня на канале. Ссылку я повешу наверху. Посмотрите, какая красивая паста получается. А вот такую забавную конструкцию я использую для сушки пасты на длительное время. Попробуйте и вы. А тем временем посмотрите, как наши томаты протомились и запеклись. Потрясающие ароматы, какая красота! Следите внимательно, пока томаты готовятся, чтобы у них корочка не подгорела. Теперь перекладываем все ингредиенты в глубокий сотейник. Посмотрите, как удобно запекать на пекарной бумаге. Ничего не пригорает, готовится в собственном соку, и затем, как вы можете увидеть, даже форма для запекания останется чистой.
Обязательно используем также весь сок. Далее погружным блендером превращаем эти все ингредиенты в однородное пюре. На этом этапе наш соус почти готов. Теперь нужно его попробовать на соль. Если потребуется, добавьте небольшое количество и доведите соус до кипения. После кипения обязательно уберите с плиты, чтобы он не подгорел. Посмотрите, какой густой, натуральный наш домашний соус получился. Вы можете переложить его горячий в стерилизованные банки и таким образом законсервировать его на длительное хранение. Конечно, этот соус можно и сразу использовать, а остатки можно хранить в холодильнике, в банке или в любой другой емкости в течение 3 дней. А сейчас я вам покажу вариант самой простой пасты с этим соусом. Отвариваем в подсоленной воде феттучини, которые мы приготовили, или любой другой вид пасты по вашему вкусу. Я вам покажу на примере одной порции, как я обычно готовлю пасту с этим соусом. Я беру глубокую миску, перекладываю в нее горячий соус, перекладываю только что приготовленные феттучини, перемешиваю активно. Затем перекладываю все в глубокую тарелку, чтобы паста не остывала. Добавляю сверху еще небольшое количество соуса, потому что я его очень люблю и люблю, когда в пасте много соуса. Затем добавляю несколько капель оливкового масла Extra Virgin, ложку сыра рикотта. Мне очень нравится это сочетание. Сверху посыпаю итальянскими сухими травами, добавляю базилик. И вот наша потрясающая домашняя паста готова. Приятного вам аппетита, друзья, и до новых встреч!